Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Life. И сегодня мы с вами продолжаем цикл однопозиционных раскладов, которые выглядят так, как будто бы вы гадаете у меня индивидуально. И сегодня мы прорабатываем вашу тень. То есть вы выявите в этом раскладе качества, которые в себе отрицаете, да? И может быть то, что вы в себе подавляете. И узнаете именно каким человеком вы себе не позволяете быть. Может быть, какое теневое качество забирает большую часть вашей энергии. И какие ресурсы вы получите, если примете свою тень и проработаете ее. Перед этим хочу вам показать. Сегодня я купила куклу Вуду в магазине, потому что все уже готовятся к Хэллоуину прямо в сентябре. Очень такая прикольная кукла Вуду, да? И также я побывала на барахолке и купила вот такую замечательную подставку в виде платья для украшений. То есть она прям наряжена, да? А также вот такие вот абсолютно замечательные туфельки маленькие сувенирные из как бы коллекции, да? То есть многие люди коллекционируют такие туфельки. Да, там была в магазине целая коллекция вот таких вот маленьких туфелек. Я взяла себе 2 штуки. Ну, еще вот, видите, разные украшения из перламутра. В общем, очень все здорово было. И на канале Life, где мы сейчас с вами находимся, чуть позже будет видео, посвященное как раз-таки походу в барахольный магазин в Германии. Поэтому, если кому-то будет интересно, обязательно смотрите. Так, сейчас я поставлю свечку по-другому немножко. Уже прям боюсь за свое платье новое, да? Хорошо, давайте погадаем. Я сегодня взяла вот эту колоду. Она такая очень говорящая, хорошая колода, мне нравится. Мы сейчас с вами перетасуем карты. Вы у меня сидите, пьете кофе, мы сдвинем 3 раза и будем гадать на вашу тень. Разбираться в себе будем, да, сегодня? Разбираться в себе. Итак, сдвигаем 3 раза. И смотрим, что там на дне колоды, да? Что там на дне колоды? Колесница на дне колоды. Замечательная карта. Она показывает, что в скором времени вы добьетесь успеха. И, естественно, также, возможно, какая-то поездка, командировка, путешествие, переезд, покупка автомобиля, да. То есть высшие силы, они вас куда-то вот прям отправляют. Ну и также это карта лидерства, целеустремленности, вот прям победы, воли, силы воли, да. То есть когда человек упорно идет к своей цели, вот он не сворачивает со своего пути, несмотря ни на что, будет идти вперед. То есть вот такой вот яркий молодец, да? Вы яркий молодец. Вот. Хорошо. Ну, давайте посмотрим, кто вы. Сначала, кто вы. Вы у нас королева Пентаклей. Как интересно. Карта, между прочим, очень часто выпадает в моих видео на идентификатор личности. Уж не знаю, как она попадается, но мы понимаем по этой карте, что люди, которые смотрят видео, устойчивы, пропитаны земной энергией. Также, естественно, это чаще всего семейные люди или стремящиеся к семье, к тому, чтобы быть в отношениях, например, да, или в крепком браке. Конечно же, это карта добрых людей. Вы добрый человек. Вы умеете выслушать, дать дельный совет. Вот. Конечно же, умеете привлекать деньги в свою жизнь, зарабатывать, жить в финансовой стабильности или просто к этому стремитесь. Королева Пентаклей знает себе, в принципе, это цену, да. То есть она такая вот очень-очень устойчивая, основательная. Женщины-козероги, женщины-девы, женщины-тельцы могут подать яркий пример личности королевы Пентаклей, потому что у них прекрасная жизненная устойчивость, они могут долго, много зарабатывать,
ухаживать за всей своей семьей, отвечать за семью, любить семью, да, там следить за детьми, тут же, значит, обихаживать мужа. То есть многофункциональная личность такая. Но, конечно, у такой личности может не хватать, например, романтики, хотя сексуальность завышенная. Вот Сюси и Муси не всегда хватает внутри. Скорее, это практичный человек, да, который сосредоточен там на доме, на быте, на семье, на работе. Может очень много работать. Спокойный человек, старается быть уравновешенным, да. Какие качества вы в себе отрицаете, не видите? Давайте посмотрим. Что вы в себе не видите? Король жезлов. Вы в себе не видите мужских качеств. То есть вы похожи на мужчину. Если вы женщина, вы отрицаете в себе то, что очень много лидерства внутри. Вы конкурируете с мужчинами очень часто. Или с одним мужчиной, там, да, который у вас должен быть в семье вроде как главный. Вы выполняете мужские функции, особенно в семье и на работе. И также сравниваете иногда себя с мужчиной. Прям считаете себя вожаком стаи. Там, например, да, инстинктивно так происходит внутренне, подсознательно, что это вы тут самый главный король, что это вы вожак, что это за вами вся семья там или коллектив на работе должны идти. А ведь на самом деле это, скорее всего, не так. Вы, скорее всего, настоящего лидера пытаетесь затоптать своими копытцами. И не всегда это хорошо, особенно если так женщина относится к мужчине, она его давит очень сильно. Он может подчиниться, это будет еще хуже. Или они будут бороться, рогами бодаться. Вот понимаете, вы в себе отрицаете даже этот факт, что вы не женственный, а мужественный во многом. То есть не говорю во всем, во многом. Вы даже, может быть, в постели пытаетесь инициировать и вести. Или брать на себя просто там лидерские качества, ведущую позицию занимать можете в постели. Вот кто в чем на самом деле? Кто-то считает, что это я больше всех зарабатываю. Кто-то считает, что это я тут главнее всех в семье, и я решаю. Без моего ведома никто ничего не сделает. Вы можете пытаться даже не замечать, не видеть в себе этого, но вы несете мужскую функцию. Вы для детей и мама, и папа. Вот бывает такое. А если вы мужчина, вы женоподобны в каком-то смысле и отрицаете в себе мужчину, то есть самого по себе. Вы больше пытаетесь проявлять в жизни по королеве Пентаклей мягкости, заботы для женщин, для окружающих, для семьи, там, для мамы, для папы, для сотрудников на работе, для начальника. Но не проявляйте мужика. Понимаете, по королю жезлов вы его внутри себя просто отрицаете. Скорее всего, травма со стороны матери. Психологическая, конкретная. А у женщин, конечно, травма со стороны отца. Ну и матери тоже, которая, скорее всего, до вас уже начала занимать мужскую позицию в доме. Так. Что вы еще в себе подавляете? Что вы еще не позволяете себе? Вот каким вы человеком себе просто не позволяете быть на самом деле? Что вы себе давите так сильно? Давайте смотреть. Так. Императрица. Вы себе, если женщина, не позволяете быть женщиной. Вы не позволяете себе быть пассивной женщиной, такой, как императрица, и такой, какой должна быть королева Пентаклей. Понимаете, эта карта гармонии внутри, и именно женственности, любви, какой-то естественности, да. То есть мать, она и есть мать, жена, она и есть жена, и она занимает функцию, ну, как сказать, место в доме какое, да, подле мужа. Она позволяет мужчине зарабатывать, она позволяет мужчине кормить семью, она давит, вы давите в себе, да, сейчас, что нужно быть хозяйкой в доме, убирать, стирать, готовить. Может, вы этого вообще всего не умеете делать или не любите, или не хотите просто делать по королю жезлов. Но при этом вы этого еще и не признаете.
Получается, вы хотите быть императрицей, но не позволяете себе быть роскошной женщиной, которая умеет быть богатой, принимать подарки от мужчин, но не за секс, а от мужа, да, от серьезного человека подарки, причем довольно крупные. Она считает себя такая женщина, которая давит в себе императрицу, недостойной ни любви, ни того, чтобы быть вот слишком женственной, мягкой. Вот она считает себя просто недостойной того, чтобы мужчина ее беззаветно любил. Соответственно, вам нужно этому учиться. Учиться быть женственней, учиться быть мягче, позволять мужчине быть лидером, позволять зарабатывать, позволять вести семью за собой. А что для этого нужно? Вы боитесь, что он ошибется? Я лучше знаю, как это все сделать, топаете ногой. Я лучше тебя знаю. Ты ошибся, ты уже на грани ошибки. Я вижу, что ты ничего не понимаешь. Я сделаю все за тебя. Вот это нужно сразу брать и убирать. Научитесь быть зависимой от мужчины. Научитесь сделать так, чтобы мужчина вас ценил именно как женщину. И для этого нужно побросать все. Я не буду зарабатывать за тебя. Я не буду этого делать за тебя. Если мужчина недостойный, пусть уходит. Придет тот, кто умеет зарабатывать, кто умеет выполнять мужские функции. А сейчас получается так, что я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. И, соответственно, вам это нравится. Нравится быть на коне, зарабатывать и быть лучше других. Быть бизнес, может быть, леди. Почему нравится? Потому что обретаешь такую силу, как у мужчины, да? Независимость обретаешь, самостоятельность, ни перед кем гнуться не надо. А ведь императрица тоже ни перед кем не гнется. Просто нужно сделать так, чтобы тебя как женщину уважали и любили. Никто не будет вытирать об тебя ноги, если ты правильно себя поведешь. То есть вы себе императрицей вот такой вот пассив. Это пассивная женская энергия. Она умеет ждать, она умеет проявлять терпение, умеет выслушать, умеет любить, умеет быть сексуальной, красивой, ухаживать за собой. Вы это все себе подавили, все себе закрыли. Какое теневое качество забирает большую часть энергии у вас? Паж Пентаклей. Это ваше теневое качество, за всеми ухаживать, за всеми ходить, бродить. Прям такое подобострастие я это называю, или как сказать, фанатизм, да? Ну, то есть вы как будто бы начинаете думать, что если вы за людей все сделаете, они вас очень поблагодарят, вы готовы за них нести их функции и их дела делать, просто потому, что вы вот такой вот очень сильно человек, как сказать, услужливый в каком-то смысле. Да? Вам, наверное, так удобно жить, но счастливым или счастливой вы себя не ощущаете. Соответственно, когда мы видим пажа Пентаклей, мы понимаем, что вы можете очень-очень любить тех людей, для которых вы все это делаете, но перелюбливать. Да? То есть ваше теневое качество – перелюбливание, передавливание вот это, да, любовью своей, перекачивание энергии. И, соответственно, вы можете, вот, не знаю, настолько любить, там, обожать, что вот прям сюси-пуси разводить внутри себя. То есть, ну как же я обожаю этого человека. А внешне вы этого можете не совсем показывать, и человек не понимает, что происходит. Вот вы за него все делаете, а нежности не хватает. И вы внутри себя это проживаете, как я люблю, как я готов там или готова за тобой там ухаживать, там все это делать, там, да, вот это и есть проявление моей любви, когда я делаю твои функции, выполняю. На самом деле это медвежья услуга. Вот. То есть вы умеете учиться, вроде как вы такой человек целеустремленный, яркий, но с другой стороны вы слишком можете даже навязчивы быть. Слишком много вас становится в жизни тех, кого вы любите. Какой ресурс вы получите, если примете свою тень и проработаете ее? Примите свою тень и проработаете ее. Туз кубков. Ну,
вы получите очень много любви. Только к себе уже теперь. Вас будут носить на руках, дарить вам подарки, цветы, оказывать знаки внимания. Вам придет большая в жизни чистая, верная, светлая любовь в виде голубка, да, и даже победа над собой. Вы начнете украшать себя. Если вы мужчина, вы будете здесь выполнять, знаете, какие функции? Вы начнете правильно обращаться с женщинами. То есть не нести женскую функцию, а ей передавать мужскую, да, а правильно обращаться с ней. То есть быть мужчиной. Подарить женщине любовь сможете. Она ее примет и подарит вам в 3 раза больше. Понимаете? И вот здесь видно вот узор кубков-то, что вы получите всю ту порцию любви, которой вы достойны. А вы действительно человек достойный. Но это не будет уже ваше навязывание, передавливание, выполнение чужих обязательств, а будет именно каждый выполнять то, что должен. И у вас не будет этого сожаления внутри. Опять сделала или сделал что-то за кого-то. Я сделаю все за себя, да. Если женщина вот перестала делать что-то за мужчину, он стал самостоятельным, он стал главой семьи, он стал такой хороший, интересный человек, да. Она научилась наряжаться, покупать себе дорогие туфли, сделать хороший макияж, сходить к косметологу. Она всему этому научилась. Она прекрасна, другие мужчины ее замечают. Мужчина ее чувствует эту конкуренцию, бегает за ней, ухаживает, дарит ей все, что только можно, там, да, возит ее на курорты. Чувствуешь себя уже совершенно по-другому. И не чувствуешь себя, что должна, зависима. Вот понимаете, вот вы этого боитесь, может быть, да, я буду должна там, или как же я приму такие дары. Да примите его спокойно по тузу кубков, у вас будет, наоборот, очень много у любви, ухажеров там, да, всего прочего. И вы начнете себя обожать. И вы поймете, что и мужчины вас обожают. Вот видите, как интересно. То есть всего-то лишь нужно было стать своего пола. Выразить свои женские качества. Ну, вот такая вот у нас сегодня получилась история. Пишите, срезонировала или нет. Сегодня не дала вам выборов в камушках, потому что вся такая приехала с барахолки, такая впечатленная. Но в следующий раз обязательно это себе напомню. Вот. Всем пока и до новых встреч.